Всем привет! До недавнего времени в нашей стране продавалось достаточно большое количество иномарок, к которым наши люди уже так привыкли за все эти годы. Но из-за геополитической ситуации все эти марки в той или иной мере ушли с нашего рынка. Одни марки продали свои заводы за копейки, оставив за собой право на обратный выкуп, а другие решили уйти окончательно. Например, марка Renault, если к нам и вернется, то уже совершенно в ином обличии, так как завод в Москве они безвозмездно отдали правительству Москвы, на котором сегодня собирают китайские автомобили марки Москвич. Еще один гигант нашего рынка, японская марка Toyota, продала свой завод в Санкт-Петербурге без права на обратный выкуп. Об этом сообщил Минпромторг еще летом прошлого года. На этот шаг японцы пошли по одной простой причине. Они не видят никаких перспектив о снятии с нашей страны большого количества санкций, которые не позволят им вернуться на наш рынок. Завод японцев перешел под контроль Государственного проектного института, который в свою очередь передал его в управление государственному оборонно-промышленному концерну Алмаз-Антей. Автомобильным направлением в структуре Алмаз-Антей занимается Обуховский завод, который планирует выпускать уже на бывшем японском заводе два проекта. Первым станет грузовик разработки Обуховского завода, а далее на заводе приступят к выпуску нашего электромобиля Енива от Алмаз-Антей. До конца не ясно, решили японцы продавать завод сами или их просто вежливо попросили. Не зря в сети нет информации о стоимости, по которой завод перешел в государственную собственность. Поэтому все те люди, кто так ждет возвращения японской марки Toyota, можете не ждать этого. Если марка и вернется к нам в страну, то у нас она уже вряд ли что-то будет выпускать, так как завода у нее больше нет. Подобная участь постигла и немцев. Калужский завод Volkswagen был продан без опциона на обратный выкуп за 125 миллионов евро. Покупателем немецкого завода выступала компания ООО Арт Финанс, которая не так давно также выкупила завод у корейцев в Санкт-Петербурге. Правда, в отличие от немцев, корейцы продали его всего за 10 тысяч рублей с правом на его обратный выкуп. На заводе в Калуге выпускались Volkswagen Polo, Tiguan, а также Skoda Rapid. Производственная мощность завода рассчитана на выпуск более 200 тысяч автомобилей в год. Теперь же завод Volkswagen был переименован в АГР. Так что же будут выпускать уже на бывшем заводе Volkswagen в Калуге? На самом деле тут и думать не приходится, так как сегодня наша страна фактически отрезана от всех популярных мировых автомобильных производителей. Исключением являются китайские марки, которые уже плотно обосновались в нашей стране, и уходить от нас они явно не собираются. И это отчетливо видно сегодня, как на многих площадках, где ранее выпускались автомобили более популярных мировых марок, обосновались китайцы. Пример тому калининградский завод Автотор. Ранее на этом заводе выпускались автомобили марок BMW, Kia, Hyundai. Теперь же Автотор занят крупноузловой сборкой марок Kai, SMW, Bike, и в обозримом будущем на этом заводе пропишется еще несколько китайских марок. Ну а если вы планируете купить новый автомобиль, то самый выгодный способ – это зайти на autospot.ru. Ведь только тут собраны все предложения на автомобили от официальных дилеров, причем указываются и скидки. Возьмем для примера китайские автомобили. Тут встречаются скидки от 50 до 100 тысяч рублей на покупку за наличные. Если в вашем городе таких скидок нет, посмотрите, к примеру, Питер. Там прям предложения очень хороши. И так по каждой марке и модели. Остается лишь выбрать машину и оставить заявку для бронирования. Заходите на Автоспот, ссылка в описании. Один из китайских автомобильных гигантов Chery уже не первый год ищет площадку под строительство своих автомобилей в нашей стране. Строить новый завод китайцы почему-то не хотят, а вот занять уже имеющийся завод они пытались не первый год. Так, одной из первых попыток был завод УАЗ еще в прошлом году. Кузов кроссовера Chery Tiggo 8 прогнали по линии сборки, и по всей видимости китайцев много что не устроило, так как речи о полноценной сборке даже не было. Теперь же уже на бывшем заводе Volkswagen, судя по появившимся снимкам в сети, стартовала сборка китайского кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max. Собирают по 120 машин в месяц. На завод поставляются готовые машинокомплекты, и все автомобили буквально собираются вручную, так как на заводе еще нет никакого оборудования для организации сборочной линии.
Правда, будущее подобной сборки может быть под большим вопросом. Сейчас все основные усилия АГР в большей мере направлены на перезапуск завода Hyundai Kia в Санкт-Петербурге. На днях сборка автомобилей возобновилась. Пока машины собираются в неспешном темпе, по 5 штук в день. Корейские автомобили будут выпускаться под маркой ГАК. На заводе до сих пор хранятся порядка 70 тысяч машинокомплектов, которые готовы к сборке автомобилей. Помимо этого, на заводе собираются начать выпускать автомобили китайской марки ГАК по методу крупноузловой сборки. Конечно же, китайские автомобили в полной мере не смогут заменить нам немецких автомобилей или корейских, так как по качеству и технологиям они явно не сравнятся. Но зато завод простаивать не будет, люди будут работать, а кто захочет, тот и купит эти дорогие китайские автомобили. А вообще надо не китайцев туда пускать, а самим делать авто с нуля, взяв все лучшее от корейцев, немцев и японцев. Я бы вообще не стал называть выпуском автомобиля его крупноузловую сборку. Смешно сравнивать, как выпускался Polo седан с его уровнем локализации и крупноузловую сборку китайцев, которую осуществляют 3 таджика. И в обозримом будущем ничего тут не поменяется. А как считаете вы, почему у нас не получается самим выпускать хорошие автомобили? Пишите в комментариях.